В сети мне попадались два тесно связанных нелепых мифа от тех, кто пытается оправдать крайне низкую мобильность российского населения. Якобы американцы тоже редко выезжают за границу, потому что им, как и россиянам, в огромной родной стране хватает интересных и красивых мест. На самом деле, немобильное по причине низкого уровня доходов российское население не особенно-то ездит и по своей стране, в отличие от населения стран Балтии и особенно США. Как можно видеть из этой таблицы, в 2019 году россияне на 1000 жителей совершили в 3 раза меньше поездок по стране с ночевкой в отелях и подобных местах размещения, чем действительно активно катающиеся по своей стране американцы, и даже меньше, чем жители Латвии, заметно уступающие по этому показателю своим соседям. Скажу больше. Тот же чуть раньше упомянутый фонд общественного мнения в ходе опроса 2022 года выяснил, что 30% россиян никогда в жизни не покидали даже своего родного региона, области или края. В 2019 году 45 миллионов американцев совершили почти 100 миллионов лишь туристических поездок за рубеж. Значительная часть американских туристов, живущих почти на острове, путешествует через океаны в Европу и Азию, что делает такие поездки довольно дорогими и продолжительными. Мотаться во Францию на пару дней для бостонца было бы расточительством. Поэтому если среднее время пребывания российского туриста за рубежом 9 дней, то американского 17. А теперь главное. По данным опроса Pew Research Center, проведенного в 2023 году, около 76% американцев хотя бы раз в жизни посещали другую страну. 11% бывали более чем в 10 странах. 15% посещали от 5 до 9. 50% от 1 до 4 стран. И лишь 23% американцев никогда не бывали за границей.